Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу, как решил проблему прокладки коммуникаций по монолитным несущим основаниям и вент-каналам в санузле и на кухне. Очень часто для того, чтобы было красиво, нужно спрятать коммуникации, например, трубы канализации и водоснабжения в стену. А стену нельзя резать. Как тогда поступить в такой ситуации? А теперь обо всем по порядку. Поехали! При ремонте в санузле, то есть планировании сантехники, нужно учитывать особенности дома. В моем случае я не могу резать монолитные несущие конструкции. А вот эта вот стена, которая находится у меня за спиной, она как раз таки является монолитной несущей конструкцией. А здесь у меня будет выходы на ванну водорозетки, выходы на раковину и снизу еще канализация, которая идет к стиральной машине. Можно, конечно, все проложить поверху, но это некрасиво. Изначально я планировал сделать фальш-стены из листовых материалов, ГВЛ, гипсокартон. Но потом, почему я в принципе и штукатурил эту стену? Но потом, взвесив все за и против, я решил все-таки сделать это из кирпичей, из обычного полнотелого кирпича, чтобы эта конструкция была мощной. Я его буду клеить к стене на ребро, а затем придется вот эту часть подштукатурить. Поэтому, когда планируете свою сантехнику, этот момент учитывайте. Если мы говорим про панельный дом, то там немножко ситуация другая. Там вертикальные штробы, которые не глубокие, они допускаются. Но опять же, в панельном доме немножко другая ситуация. Там стены, которые вокруг, они все несущие. И в санузле, который режется, чаще всего стены не несущие, и поэтому их под сантехнику можно резать. Для этой работы использую полнотелый кирпич 250 на 120 мм. Укладывать буду на ребро, плюс еще приклеивать к стене плашмя. Сейчас я размечаю стены, и мы начинаем выкладывать кирпич. Для точной разметки использую пузырьковый и лазерный уровень со штангой. Плюс рулетка и карандаш. Очень важно все точно разметить, так как в вопросе укладки плитки погрешность идет на доли миллиметров. Что я тут разметил? Вертикальная линия – это ширина ванны. Ширина ванны будет 75 сантиметров. Я разметил 72,5. 2,5 сантиметра – это толщина плитки, слой клея и еще штукатурка. Горизонтальная линия – это полка, которая будет над столешницей из плитки. Соответственно, в эту полку будут встраиваться розетки, снизу будет выходить столешница и накладная раковина. Сейчас, опять же, я на 2,5 сантиметра вот этот лазерный луч ниже нужного уровня на толщину плитки, на слой клея и на штукатурку. Сейчас по вот этим вот линиям мы все закладываем кирпичом на ребро. Это ты меня снимаешь? Вроде точно разметил, но 100% потом все надо будет корректировать, потому что плитка не того размера будет и розетка не будет устанавливаться или еще что-нибудь. Для тех, кто не понял, что я размечал, покажу на чертеже. Выступ за ванной и под зеркалом будет формироваться при помощи кирпича. Эти конструкции имеют практическое назначение для прокладки коммуникаций и декоративное, так как будут впоследствии выделены акцентной плиткой. Для приклейки кирпича к стене я буду использовать клей для блоков Holcim. Этот клей я использовал для возведения перегородок. Он пластичный и очень хорошо подходит для сильно впитывающих поверхностей. Клей замешиваю по инструкции. Кирпич укладывается на ребро, и в то же время я наношу еще клей на стену. Он приклеивается к стене полностью. Излишки снимаются гребенкой.
Первый ряд выставляю по уровню при помощи клиньев, так как пол кривой. Для резки кирпича использую старую проверенную схему. Это болгарка с конденсационной трубой в качестве пылеотвода. Единственное, что можно было купить диск получше, но в принципе с большего и этот справился. Кирпич подрезается с двух сторон, затем просто ломается. Второй ряд уже укладывается без уровня. Кирпич просто приклеивается и пристукивается молотком к стене. На всю стену ушел один рабочий день. Кирпич уложен, теперь стену нужно поштукатурить. Предварительно кирпичи были загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения 2 раза. Для установки маяков и штукатурку стены использую проверенную цементно-песчаную штукатурку Holcim. Для установки маяков замешивается небольшое количество штукатурки. Под маяки консистенцию делаю густоватую, чтобы штукатурка держала форму. Маяки устанавливаются при помощи лазерного уровня и длинного правила. Главное правильно перенести все размеры, чтобы осталась геометрия помещения, углы были 90 градусов. Всю работу выполняет мой помощник Никита, конечно же, под моим контролем. Вообще, сама штукатурка липкая и хорошо пристает к кирпичу. Но у меня, если честно, уже сложился рефлекс, что под штукатурку нужно делать адгезионный слой из плиточного клея при помощи гребенки. От этого хуже точно не будет. Клей наносится на основание, затем горизонтально распределяется гребенкой. Обычно клей наносится таким образом, чтобы штукатурить на следующий день, когда клей высохнет.
Замешиваем штукатурку по инструкции. Сначала выливаем воду, затем засыпаем раствор. Перед нанесением штукатурки на стену основание обрызгивается просто водой. Затем наносится штукатурка и стягивается правилом. Цементная штукатурка Holcim мне нравится, так как она пластичная и с ней легко работать. Объем работы небольшой, поэтому все наносится просто руками без хоппер-ковша. После того, как штукатурка схватилась, это примерно 3-5 часов в зависимости от условий, она подрезается по маякам, затем маяки достаются, еще раз стена подрезается без них. Вот готовая фальш-стена под коммуникацией. Стену в санузле закончили. Теперь еще нужно сделать фальш-стену на кухне, но там будет другая технология. Изначально от застройщика в этом месте была фальш-стена из блоков. Для чего она была нужна? Для того, чтобы не трогать вент-каналы, не засверливаться в них, не монтировать розетки, и можно было проложить коммуникации. Ну и, соответственно, для того, чтобы отделить вот этот вот узел со стояками от кухни. Эта толщина была реально 16 сантиметров. Я принял решение ее демонтировать и сделать фальш-стену, но гораздо более тонкую. Моя фальш-стена будет всего лишь 38 миллиметров. С учетом слоя штукатурки, слой штукатурки здесь примерно 3 сантиметра, мне как раз хватит места для того, чтобы засверлиться под подрозетники и, соответственно, отделить вот этот вот узел сантехнический, санузел, ну не санузел, а узел со стояками. Предварительно вот эта вот стена была поштукатурена по уровню. И причем не просто по уровню, а здесь был сделан угол 90 градусов вот по отношению к этой стене. То есть она стоит перпендикулярно. Сюда я прикрутил направляющие профили для гипсокартона. Затем просто собрал классический каркас, для того, чтобы можно было прикрутить листовой материал, чтобы он не висел в воздухе. Каркас готов. Сверху сделал большее количество закладных профилей для усиления, так как там будет висеть кухонный шкафчик. Первый слой я буду делать из листов USB толщиной 18 мм. Предварительно ту часть, которая будет выходить к коммуникациям, к трубам, мы красим белой краской для того, чтобы все выглядело красиво. Краска наносится в 2 слоя. Из стены выходит куча кабелей. Предварительно нужно все разметить, просверлить и прорезать отверстия перед тем, как приклеивать и прикручивать листы. Дальше лист примеряется, чтобы все подходило и ничего не мешало.
Убедились, что все подходит, теперь его можно приклеивать и прикручивать. Приклеивается USB к штукатурке при помощи полиуретанового клея. Затем еще лист присверливаю, чтобы все плотно прилипало к стене. Второй лист монтирую аналогичным образом. Единственное, что нужно между листами USB делать небольшой зазор. Самое утомительное в этой работе – это присверливание листов к основанию. Верхние полоски подрезаю тоже с зазором. Для второго слоя использую листы ГВЛ 12,5 мм. Первый лист тоже нужно разметить и просверлить под отверстие для кабелей. Лист ГВЛ прикручивается к USB. Для этого используются специальные саморезы для ГВЛ. Проверяю уровень, чтобы лист нигде не отходил. Работа подходит к концу, и настроение улучшается. Вообще можно было использовать гипсокартон, но я решил, если у меня будет основание под плитку, использовать ГВЛ. Последние штрихи. Нужно вырезать вентиляционное отверстие. Использую электрический лобзик. Теперь все готово. Смета на работу и материалы. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.